Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Лесты Геймс, и сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ китайская 8 левела, проходная прокачиваемая ветка ВЗ-111-1ФТ, вот такая вот мощная ПТ-шка. Ну и давайте разбираться с вами, насколько она хороша, и начнем, конечно же, с бронирования ВЗ-111-1ФТ. Вперед! Итак, Collision модель нашей ПТ-САУ. НЛД у нас 120 миллиметров, нифига себе, да, в приведенке у нас тут, в районе 170, и понятно, что как для ПТ-САУ кустовой, это достаточно, это не штурмовая ПТ, а кустовая, достаточно крепкая НЛД. Понятно, что оно там анти-СТ в первую очередь, не анти-ТТ, но все же. Теперь касаемо ВЛД, у нас тут некий щучий нос. Нижняя деталь 273, вот это, да, 271, система пишет рикошет. А здесь у нас 170, 183, 170, 182. Люк мехвода 84, но имеет хороший угол наклона, и система также пишет рикошет. То есть касаемо вот этих мест люка мехвода вопросов нету. Здесь условно анти-СТ, но в целом-то все равно броня присутствует. А еще как вы будете стоять, если вот так уже 212, если так где-то рамбанете 247, здесь там вообще немыслимые 350, но здесь будет ослабление. Поэтому, в принципе-то, в корпусе есть броня. Что теперь касаемо рубки? У нас вот такой вот угол наклона, ну и начнем мы с маски. Маска 190, 205, 300 там местами вылетает, рикошет внизу 400, кругляк вокруг ствола 400, здесь 200. Короче, маска такая непонятная, где-то есть броня, где-то нету. Чуть-чуть выше долбанете уже 500, ладно. Теперь ближайшая вот эта лобовая деталь, которая вокруг маски, 201, 202. Здесь 223, 227. И крепкая ли эта броня? Извините, если даже это, по сути, броня может сдерживать не всех восьмерок тяжелых танков урон, потому что, есть танки там меньше 200 восьмерки тяжелые, есть чуть больше 200 на основном типе снаряд. Понятно, голда там уже 240 плюс, но основные снаряды, обычные, не голдовый, это рубка восьмерок тяжей держит. Понятно, что девяток там, десяток нет, но там семерок, восьмерок вполне себе. Поэтому можно смело говорить, что здесь все-таки броня у нас присутствует. Так, с броней разобрались. Касаемо рубки, так вообще снаряды будут отскакивать обычные. Касаемо здесь, куда смотря будете в корпус стрелять. Давайте смотреть основные модули. Что нам тут предлагают? У нас пушка 8 уровня, пушка 9 уровня, ну и наконец пушка 10 уровня. Да-да, на восьмерке ставится десятка. 122 миллиметра, здесь 130 на топовом орудии 10 левела. Альфа 394-40, 560. Бронепробитие 192-250, здесь 248-310. 271 на основном, да, 340 на голдовом. Заряжается 8,5, 12 и 14 секунд соответственно. ДПМ, естественно, за счет быстрого КД 2700, 2200, 2400 за счет альфы здесь. Точность 0.38, на топовом 0.36. Время сведения на первых пушках 2,9 секунды, на топовой 2,8. Что можно в целом сказать? Да, в принципе-то не надо здесь попу рвать и заходить сразу на топовое орудие. Понятно, что на нем супер комфортно играть, но можете начать с восьмерки. Обязательно качайте топовую рацию, топовый ходовой, вернее топовый двигатель. 600 лошадей, здесь у нас 550 плюс 10% подвижность даст вам топовый двигатель. Учитывайте, что ПТ-шка реально очень медленная. Ходовая топовая даже не обсуждается. Обязательно 25 градусов, здесь 22. Так, полевая модернизация. Вот здесь, так, скорость поворота ходовой, просит ходовой сохранить набранной скорости.
Здесь вам зарекомендую все-таки усиленную ходовую бахнуть. А здесь, так, у нас что по сведению? 2.53, точность хорошая. Здесь, наверное, все-таки на сведение выставится. Здесь, штанговый перископ. К незаметности после выстрела лучше в пятом блоке. И вторым слотом качайте себе разведку. Да. Вторым слотом разведку. А в первый слот ставим досел, во второй, где у нас будет разведка по полевой модернизации, вентиль, и ставим сюда улучшенный прицел. Я вот на таком оборудовании катаю. Кто-то ставит малошумную систему выхлопа, ставит даже просветленку сюда. Пожалуйста, пробуйте что угодно. Я катаю вот на таком комплекте с вентилем, с доселом и с улучшенным прицелом. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный. Скорость полета 930, достаточно комфортный. Такая же скорость полета на голде, кумулятивный снаряд. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил допаёк. 4 члена экипажа. Вот. Перки сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот. По плюсам и минусам. С точки зрения УВНов по пушке сейчас сначала, да, у нас их нету. Минус 6. Это нужно учитывать, выбирая позиции на карте. По скорости полета снаряда, в принципе, все нормально. По альфе, на топовом особенно орудии, все гуд, и бронепробитие тоже. Поэтому пушка, если мы говорим прям про топовое орудие, да, это отличительная черта данной ПТ-САУ по преимуществам в сторону плюс. Да, нет УВН, но зато все остальное прям must have, персик, что называется. По подвижности сразу скажу: 35 вперед, 18 назад, медленная, реально медленная. Прямо ПТ-САУ кустовая, занимать позиции на ней достаточно тяжеловато. И поддержку осуществлять там группы танков, ну, медленно она едет, тяжело. По количеству ХП маловато, как по мне, можно было бы хотя бы 1200 сделать. Ну, сделали косарь. По незаметности все хорошо, 35% у нас, причем у нас незаметность еще у двух членов экипажа не до конца вкачана, где-то 38 точно можно раскачать. Вот. По обзору 407 метров, вот при такой сборке поставите просветленку, будет все лучше. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим ВЗ-101 с 1ФЭ, на что способна в современном рендере. Погнали. Так, господа, обзор боем ВЗ-111 1ФТ, Китай. Проходная прокачиваемая ветка, 8 левел. Вопрос: поехать направо, 100 лет в обед там не играл, либо на центре пытаться отыгрывать. ЛТшек 2. ЛТшек 2. На центр поедем. Есть. Голдой. Прям в башню. Давай еще раз выйдь. Мы тебе покажем мощь нашего орудия.
Центр у нас отжали. Все, 200 дали. 200 дали. Две 100 пока дали. 9-9 по ХП мы проигрываем. Сидим, короче, в засаде. Так, они теперь могут пойти и пойдут по левому краю. Нам бы на остров посмотреть. Нету никого. Успеем. Еще пару тык бы дать, и было бы хорошо. 3К для этой ПТшки это нормально. Ждем, как хищники. Что-то они наступать не хотят, но уж я на ПТ точно наступать не буду. Чарфутур у нас делает глупость, едет один к ним в логово. Его сейчас там быстренько раздамажит, а по-моему возьмутся за нас. Хорошая пушка, хорошее пробитие, годная альфа, ВЗ 111 1ФТ, очень годная ПТ-САУ. У нее достаточно крепкая рубка, которая очень много вытанковывает урона. Так, не видно, не доехал до нас СТшничек. Внимание! Отступаем! Где он там? Эх, вообще не видать. Сейчас мы ему дали бы.
Ну, слишком глубоко ушел. Надо было сидеть на базе светить. Вот они вот тупые, не знают, как в конце играть, чтобы выигрывать. Одну тычку мы точно должны еще дать в кого-то. И с нашими заветными все ближе 3000 урона мы пойдем в ангар. Но ПТшка хорошая. Очень мне нравится. В первую очередь по орудию, да и по бронированию. Реально очень много отбивает. Пошел нахер. В ангар, родной. Ну все, Рушка приехал, как я говорил, что 2900 у нас на стрелы, 470 на свет, то есть сумма 3, сколько там? Ну 3400 практически. Для 8-го левела огонь. Все. Мы сделали все, что могли. Нашу роль ПТ-САУ отыграли на 5 баллов. Как ее дальше отыграли наши союзники, как у нас Чармле поехал зачем-то по нулевой линии вглубь убился. Чар Футур играл отдельно. Надо было сейчас скукожиться и принять их, и все, и выиграли бы бой. Нет. Растащились по всей карте и сдохли. Причем на таком расстоянии ставил. Вот кому он там Чармле светил? Только себе. Потому что мы даже не видели, как он засветил врагов. Мы их просто не видели, расстояния не хватало. Лансен потеет. Оп, портоводик. Лансен красавчик. Оп. А кто это тут? Оп. Еще и затопил. Обманули. Ладно, а ПТ-САУ, как для ПТ-САУ кустовых в первую очередь, все-таки кустовая ПТ-САУ, там либо поддержки, которая идет за группами союзных танков, да, среди 8 уровня такого класса ПТ-САУ это очень годное. Прям реально. Больше всего нравится сведение, пушка и чуть-чуть брони есть. Вот это круто. По подвижности, конечно, она очень медленная. Так что, господа. О, первое место мы заняли по урону, кстати, в команде. Первое место. Пожалуйста. Так что, огонь. Ребят, пишите свои комментарии, кто катает на этой ПТ-САУ до сих пор, у кого у нас стоит в ангаре, да, как вам она в целом, какое вы на нее ставите оборудование. Но я вам говорю, до скорых встреч, пока, прожимайте лукасы, прожимайте подписочку. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.